Дальше мы начинаем шить саму кофточку, так называемую худи. И перед тем, как нам начать шить, я рекомендую срез борта усилить таким вот маленьким, такой вот маленькой полосочкой дублерина из флизелина. Я усилила полосочку вдоль борта, чтобы срез борта у нас не вытянулся. Вот, усилила. Теперь нам нужно обработать карман. Для того, чтобы нам обработать карман, я буду обрабатывать не из ткани верха, а обтачкой из кашкарсе. Вот, я вырезала обтачку шириной 5 сантиметров, заутюжила ее пополам. И вот самое главное, важно знать, по входу в карман длина обтачки должна быть примерно минус 30%. То есть, если у нас длина входа в крое 22 и минус 30%, у нас получается где-то 18. Но можно еще сделать вот так. Вот берем кашкарсе со срезом, уравниваем и растягиваем. И докуда оно у нас? Вот прям растягиваем на растяжимость. Вот получается, я сделала, у меня длина входа в карман 22, а я сделала минус 3 сантиметра. Я считаю, что это достаточно. Сейчас я должна кашкарсе соединить на оверлоке. То есть я должна его, растягивая, соединять. Мне достаточно сделать начало, зафиксировать начало и конец. И вы знаете, вот хочется сказать, вот у нас здесь прямой участок. Сейчас вот хочу пометить одну такую маленькую тонкость. У нас вот здесь прямой участок. Ой, вот здесь вот у нас прямой угол. И вот видите, я здесь выпустила этот угол. Получается так, что ширина шва соединения обтачки к карману у нас должна быть, у нас будет 0,6-0,7. И получается, вот этот вот уголочек 0,6-0,7 у нас должен выпуститься. Что по боковой стороне кармана, что по верхней стороне, по верхнему срезу кармана. Вот он у нас получается. Потому что тут разные углы кармана и обтачки. И получается, мы должны его вот так вот закрепить. И вот это вот расстояние, вот этот вот вход в карман растянуть и соединить на оверлоке. Я сейчас это пойду соединю. После того, как я соединю, заутюжу и настрочу. Я соединила кашкарсе, обтачку из кашкарсе с самим карманом. И вот то, что вот кашкарсе вот так вот стянуто, это нормально. Это у нас идет специально для стяжки. Вот, я соединила. Теперь мне нужно вот это вот заутюжить и настрочить отделочную строчку. Вот, другую сторону кармана я уже сделала. Вот он у меня застроченный. Шириной отделочной строчки обычно лучше хорошо смотрится 0,2, 0,1, 0,2. И вот что у нас получилось. Покажу сейчас на одной стороне кармана. И вот получается так, что нам нужно отметить ширину кармана. Можно сделать по лекалу. У нас есть лекало кармана, и мы должны нарисовать по выкройке, где у нас будет линия перегиба. Вот получается, что мы уравниваем вот эти вот линии и должны нарисовать. Я вот буду рисовать простым. Нам нужно найти прямые линии и прямые углы. В первую очередь у нас идет линия по шву притачивания, по шву соединения борта. Вот она у нас идет. Я буду рисовать простым карандашом, слегка нажимая, просто для этого контур просто создаваю, прям чуточку. Вот, зарисовала я по шву притачивания борта прямую линию. И дальше я уже буду укладывать по верхнему срезу. Вот. Так вот по верхнему.
буду делать точками. И вот так. И по боковому. Это по лекалу. С учетом того, что можно найти прямой угол, мы прикладываем вот эту нашу намеловку, укладываем линейку под прямым углом, и то же самое можем вырисовать прямую линию. Самое главное нам найти вот эту вот линию перегиба. Это у нас будет перегиба и линия настрачивания, кармана по верхнему краю. По боковому краю тоже у нас получается, вот мы намеловали. Это будет у нас тоже линия перегиба по боковому краю. Сейчас я могу вот это вот смело осноровить сверху и снизу, оставив тем самым припуск сантиметрового шва. Все. То же самое я должна сейчас перенести на другой карман. И можно будет уже настрачивать карман. Но сейчас я покажу, как я уже по готовому карману должна отметить линию настрачивания и линию прикладывания самого кармана. Уравниваем срезы борта. Вот я вот так вот. По борту, по низу. И отмечаем линию намеловки нашего перегиба кармана на полочку. Вот она. И вот она. Просто карандашом точечкой делаю. По боковой стороне вот. И вот. Знаете, еще могу вот так вот иголочкой сколоть. Вот сейчас я должна провести прямую линию. Прям тоненьким карандашом. Карандаш простой, графитовый, очень хорошо стирается, ничего страшного. Здесь уже получается линия прикладывания. И здесь уже по верхнему краю линия настрачивания. Вот. Отметили мы точки. Здесь у нас по прямой. Здесь линия верхнего среза, здесь линия бокового среза. И сейчас я буду это настрачивать. Настрачивать я буду вот так. Да, кстати, я должна сейчас вот это вот перенести на изнаночную сторону, чтобы мы видели. И это будет у нас линия прикладывания. Вот так вот беру. То есть с лица перевожу на изнанку. Здесь тоже с лица на изнанку. И опять проводим прямую линию по верхнему краю и по нижнему, и по боковому краю. Ну все линии у нас намелованы. Такой тоненькой полосочкой и с лица, и с изнанки. Сейчас я должна буду вот это вот настрочить. Сейчас я должна это притачать и настрочить. Так как мы намеловали на одной стороне, намеловали линию прикладывания и линию настрачивания кармана, то на другой стороне мы ни в коем случае не переносим, не намеловываем по карману, а отмечаем на другой стороне уже по нашей намелованной первой полочке. Вот у нас получается
Вот эта полочка у нас намелованная. Вот у нас намеловка. И мы уравниваем все срезы деталей между собой. И уже переносим на другую полочку, с полочки на полочку. Но ни в коем случае, опять-таки, не на карман. Вот получается у нас идет, можно вот так иголочкой, булавочкой. Вот. Карманы, потому что могут быть разные. Поэтому переносим по первоначальной полочке, так как у нас было изначально намеловано на одной стороне. Также зеркальное отражение переносим на другую сторону. Ну вот, перенесли. Слегка чуть-чуть проведем еще раз. Прям слегка просто провожу карандаш. Ему ничего не будет, он стерется. Все равно я буду стирать после окончания пошива, буду стирать кофту, потому что у меня намеловка идет вся голубым мелом. Ну вот, получается так, что мы намеловали оба кармана симметрично между собой в зеркальном отражении. Вот она линия, все точки контрольные. И контрольные точки все симметричные между полочками. Теперь нам нужно настрочить карманы. Вот так. Уравнивая все контрольные метки линии, вот это вот у нас линия прикладывания. Вот здесь у меня намеловочка видна. Вот здесь тоже видно. Я ее прикладываю и настрочу. И боковую сторону то же самое. Прикладываем, получается, нашу намелованную линию, точку сопережения. Вот это вот можно немножко высечь. Дальше нам нужно настрочить. Я люблю настрачивать на 0,2. Я не пользуюсь никакими ограничителями, шью на глаз. И по верхнему краю здесь вот можно немножко высечь, чтобы не было толщины. Прям вот высечь до сантиметра примерно шириной от края среза борта на сантиметр. Ну вот, карман мы настрочили. Вот, все у нас получилось ровненько. Проверяем полочки между собой на симметричность. Должны быть одинаково. Вот. Теперь нам нужно соединять плечевые швы, втачивать рукав и боковые.